Познаем Китай, об экономике, бизнесе и не только. Здесь мы рассказываем о самых современных бизнес-новостях в Китае. Чтобы не упустить, подписывайтесь на мой канал. Жмем на колокольчик. Сегодня мы обсудим две волны экспорта, которые пережил Китай, и обсудим третью волну, которая возникла буквально в последние годы. Попытаемся понять, как этой информацией можно заработать. Глобальный культурный обмен Китая можно разделить на три волны производимой внутренней продукции, идущей за границу. Первая волна шла продолжительное время, около 1000 лет назад, с времен династии Хань по времена династии Юань. Китай экспортировал фарфор, шелк и чай в Европу. Только средний класс, или даже точнее высший благородный класс в Европе мог наслаждаться этими продуктами из-за недоступности или дороговизне по цене. Поэтому сами эти продукты сначала показывали лидирующие позиции империи и уровень Китая в эпоху мирового ремесла. С другой стороны, это также помогало распространению китайской культуры. Весь шелк, произведенный в Китае, промышленная керамика, фарфор, был наполнен китайскими культурными символами, рассказывающих о пике китайской цивилизации. Но после того, как движение китайских товаров дошло до династии Мин, наряду с политикой закрытия страны, прибрежным торговым кораблям не разрешалось выходить в море, а на севере все 8 проходов Великой Китайской стены закрыли, тем самым разорвав связь с миром за пределами таможни. После окончания этой волны Китай вошел в сверхстабильную структуру, поскольку не было связи с международными странами и обмен культурами. Они превратились в империю, контролируемую конфуцианской идеологией. Хотите выучить китайский язык? У нас есть возможность изучать язык в онлайн с носителями 1 на 1. Курс годовой от уровня чайник до HSK 4. Попробовать записаться на урок, заходите по ссылке под этим видео. Что ж, по поводу второй волны, я думаю, она произошла по прошествию 7 или 8 лет после реформ открытости Китая. Китай – это страна с короткой экономикой. Все его отрасли промышленности строятся только с одной целью – удовлетворить потребности китайских потребителей в товарах. Однако после 1998 года возникла ситуация в области легкой промышленности, особенно в области продуктов питания и одежды, избыточное количество мощностей и перепроизводства. Необходимо было найти новую точку отсчета. В 1998 году правительство Китая реконструировало так называемую тройку лошадей, называемых потребление, экспорт и инвестиции. Среди них экспорт стал особенно важной точкой роста в тройке. В 1998 году Китай отменил внешнеторговую импортно-экспортную автономию государственных предприятий и разрешил частным предприятиям осуществлять внешнюю торговлю. В городе Ханчжоу есть компания под названием Alibaba, которая начала свою деятельность в 1999 году. Но более чем через 3 месяца после начала бизнеса она заняла первое место в мировом рейтинге B2B. Обратили ли вы внимание на отличия между второй и первой волной? В них большая разница. С периодом династии Хань, Тан, Сунь и Юань в то время Китай продавал миру предметы роскоши. Вторая же волна – это продажа самого дешевого товара в мире. Сейчас мы наблюдаем третью волну национального китайского продукта. И вы можете найти новый образ, даже если товар сделан в Китае, made in China. На нем появляется китайский бренд. Я думаю, что Китай вступил в новый период, когда китайская продукция уходит за границу. После появления технологии 3G некоторые компании в Китае заявили, что они могут создавать свои собственные бренды за границей. Например, в Африке появился бренд под названием Tenka. Что ж, африканский рынок в сравнении с Китаем относительно с более низким доходом населения и уровень его потребления ниже. Поэтому в первую очередь для того, чтобы добиться успеха на этом рынке, цена должна быть очень дешевой. Во-вторых, выживать за счет объема. В-третьих, из-за того, что там очень много чернокожих и те очень любят фотографироваться, необходимо снабдить качественными камерами телефоны.
Они в объективе камеры сделали несколько независимых инноваций, поэтому Тенка быстро стал королем мобильных телефонов в Африке. Некоторое время назад проводился опрос потребителей в Африке. Какой китайский бренд вы знаете лучше всего? Первое место, как вы догадались, занял именно Тенка. А в Китае так называемые здешние жители не знают этого бренда, что это за компания, где те находятся на китайском рынке. Изначально эта компания сразу стала создавать свое имя, но на африканском континенте. После появления 4G китайские компании мобильной связи постепенно становились все больше, больше и больше на мировой арене. Многие мировые брендовые компании по всему миру прекратили свое существование. Например, сегодня в Соединенных Штатах осталась только одна компания. Все мы ее знаем, Apple или Яблоко. Производитель мобильных телефонов на европейском рынке в основном рухнули и исчезли. Так же, как и японские мобильные телефоны. Основные игроки на рынке сейчас это американский Apple, а затем южнокорейский Samsung и LG. А далее уже идут сплошь китайские бренды. Мы видим телефоны Huawei, Glory, Xiaomi, Oppo, Vivo и так далее. Они начали выходить на мировой рынок. Лучший мобильный телефон, продаваемым молодым людям между 18 и 28 в Японии в прошлом году, стал взрывной версией телефона Vivo. Затем Северная Европа, к примеру, возьмем Финляндию и Норвегию. Эта модель заняла первое место по продажам мобильных телефонов в этих странах. Почему производители на этот раз стали создавать и использовать свои собственные бренды? Они отвечают на этот вопрос, что первая проблема, с которой они столкнулись, мы очень большие в этой отрасли. Дело в том, что эти компании в индустрии мобильных телефонов, за исключением Apple и Samsung, почетно заняли все остальные места в мировом рейтинге. Количественное производство китайских телефонов гораздо превышает эти два бренда. Таким образом, с точки зрения промышленности, Китай освоил его основные технологии, освоил возможности промышленного дизайна, освоил возможности производства и цепочки поставок запасных частей. Таким образом, появилась возможность создания собственного бренда. Мобильный телефон в Китае является постепенным процессом развития в течение многих лет. Постепенно из-за того, что его производственные возможности и возможности цепочек поставок достигли определенной точки, он постепенно приобрел промышленное доверие. Во-вторых, с оккупацией соседних рынков, начиная с Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, России и Северной Европы, постепенно бренды добрались до основного рынка Европы и Америки, также и зашли на японский рынок. Таким образом, на сегодняшний день наиболее успешным китайским товарным брендом за рубежом является категория мобильных телефонов. Культурные продукты Китая также выходят за границу. Онлайн-игры, а также продукты для кино и телевидения. Потому что Китай является крупнейшим в мире рынком онлайн-игр из-за большой численности населения. Из 10 самых распространенных онлайн-игр 9 произведены в Китае по версии Google. Более подробное видео об онлайн-играх посмотрите в предыдущем подкасте. Ссылку на видео поставил в комментариях. Поэтому с тех пор, как игра «Легенда» вошла в Китай в 2001 году, уже с 2002 года она получила популярность на Западе. В последнее десятилетие Китай сформировал большой производственный потенциал в области онлайн-игр. В настоящее время все больше и больше китайских фильмов и телепрограмм о знаменитостях постепенно экспортируются за рубеж. В то же время вы обнаружите, что в процессе обмена информацией происходит процесс локализации и трансформации. Компании используют социальные сети в этих странах для создания узнаваемости собственных брендов. 10 или 20 лет назад многие из них, которые мы видели, были группами японских кумиров, японских комиксов и японских игровых продуктов, завоевавших большой рынок в азиатском регионе. Позже это была корейская волна. А теперь же японская и корейская волне постепенно пришло на смену китайские продукты. Постепенно начали проникать в эти страны. Причиной, по которой культура
одной страны может повлиять на другую, является многомерная модель. Думаю, что Китай является крупнейшей страной-производителем в мире. Они производят 65% мировых потребительских товаров. Так что этот процесс реформы и развития в этой стране длился на протяжении более 40 лет. Китай постепенно перешел от экономики с дефицитом к экономике с переизбытком. Китайские производственные мощности стали проникать в мир благодаря дешевизне и качеству. Это также было под давлением каналов бренда и цепочек продаж. И прибыль была очень мала. На нынешний день Китай начал заниматься трансграничной электронной торговлей, начал экспортировать собственные бренды и даже экспортировать собственные культурные бренды. Небольшой вопрос для вас, слушатель. Знаете ли вы, какие китайские бренды особенно популярны в зарубежных странах? Давайте обсудим этот вопрос в комментариях. Большое спасибо за ваш просмотр.